Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня мы будем сшить Crazy Quilt, сумасшедший лоскуток. Я собрала самые разные лоскутки, но в основном старалась выбирать такие темные цвета: синий, серый и черный. Ну, не то чтобы у меня тут прям 50 оттенков серого, но серых, мне кажется, тут даже больше получилось. Я не все из тех, что показала, лоскутки, буду в результате использовать. Но сначала я их все достала и уже потом выбирала, что мне из них использовать. Кстати, вот кружева я использовала здесь, они обычные синтетические, и эта тюга плавится, поэтому у меня там краешек даже заплавился. Поэтому в следующий раз я, когда стала проглаживать там это место, я уже подкладывала лоскуточек. Я уже потихоньку показываю вам, как делать вот этот Crazy Quilt, сумасшедший лоскуток. Вырезала пятиугольный кусочек и вокруг него нашиваю полоски. Они не одного размера с разных сторон, где-то вот идет заужение и расширение к другому концу. Я подрезаю сразу примерное направление, чтобы следующего лоскутка, но можно это делать вот сначала прошить лоскуток, приложить, а потом уже обрезать и сам лоскуток так, как хотите, и припуски, которые под этим лоскутком появляются. Если они уже очень сильно большие, вот как здесь я прям ничего не обрезаю заранее, я сразу нашиваю лоскуток. И потом, после того, как прошила уже, обрезаю эти припуски. Если он у меня пришит оказался, этот кусочек, то я беру распарыватель и вот буквально пару движений, чтобы можно было обрезать. Здесь за счет кружавчиков более плотный кусочек получился, поэтому обрезать с первого раза не вышло. И так потихоньку по кругу я добавляю дополнительные полоски, и постепенно у меня вот доходит до краев моя вот эта заготовка, и потом я уже добавляю полосочки по краям так, как удобнее. Подрезаю потихоньку. Вот видите, здесь уже она у меня практически в край ушла, но я ее покороче сделаю, так, чтобы можно было еще дальше примерно такой же ширины лоскутки нашивать. Конечно же, я все проглаживаю или проутюживаю после того, как пришила лоскуток, чтобы уже понятно было, как он будет лежать. Сам процесс несложный, но при этом очень творческий, потому что надо подбирать, какой лоскуток больше нравится, какой подойдет, как его пристроить, где он будет лучше смотреться. И в результате после таких вот пришиваний маленьких лоскутков остаются еще более мелкие лоскутки, которые я тоже не выбрасываю, а тоже складываю, потому что они могут пойти в какой-то другой проект. После того, как заготовку я всю пришила, я, видите, по краям оставляла кусочки ткани, потому что на самом деле мне ширина моей заготовки нужна не очень большая. Я оставляла специально для того, чтобы можно было закрепить это все на пяльцах. И вот я закрепляю, натягиваю и теперь буду вышивать. Я уже неоднократно в своих видео часто показываю декоративные стежки, которыми можно вышивать. И в этот раз тоже, потому что очень много новичков присоединяется. И, соответственно, для всех новеньких надо показать. Но я думаю, что и старенькие будут не в обиде, потому что процесс все равно творческий и интересно. Например, мне интересно смотреть, как другие люди вышивают, потому что всегда приятно смотреть, как говорится, на текущую воду, горящий огонь и как работает другой человек. Этого у нас не отнять. Этот стежок у нас в России называют козлик, но в иностранных книжках он называется русский крест. Представляете? Я уже вышила козликом несколько соседних лоскутков разного цвета нитками. Не стала это показывать, потому что это как в воду вступит толочь. И теперь вышиваю, это называется тамбурный стежок, либо он похож очень на тамбурный, но еще и название у этого стежка, оказывается, есть петля с закрепом. Так что вот это называется тамбурный. Я привыкла его называть тамбурный стежок, но оказывается это петля с закрепом. Стежки показываю самые элементарные, которые делать легко, но при этом, если не брать в руки нитку и иголку и не пытаться повторить, то вряд ли запомнится и наработается навык. Поэтому, если решили сделать что-то, делайте.
Берите в руки кусочек ткани, иголку, нитку, даже обычные швейные нитки подойдут, не обязательно какие-то специальные нитки. И пробуйте, повторяйте. Это очень легкие, можно сказать, примитивные стежки. Вот этот вот шьется практически так же, как и козлик. Только маленькие стежки идут вертикально. Здесь нитка всегда идет под иголкой. Чтобы его освоить, надо вот этот момент просто запомнить. У меня, кстати, очень многие зрительницы мои написали, что они благодаря моим видео стали вышивать, научились, и это на самом деле несложно, причем самые разные возраста у зрителей. А я хочу вам рассказать историю. Моя бабушка, которая уже умерла, научилась читать. Она была обычная неграмотная крестьянка, 1907 года рождения. И она научилась читать, когда ей было уже 70 лет. И стала писать стихи. Поэтому и даже в издательства разные отсылала, хотя ей потом присылали ответы, что, мол, Татьяна Игнатьевна, стихи ваши жизненные, но пока вот напечатать возможности нет. Ну, там реально были частушки, не складушки. Но смысл в том, что человек научился читать даже в 70 лет. И она потом дожила до 91 года, но уже была грамотным человеком. Точно так же насчет вышивания я хочу сказать, ну все в ваших руках. Вы можете научиться в 70 и потом до 100 лет жить, но уже все эти годы вышивать. Дай Бог всем здоровья, твердой руки, зоркого глаза. Вот, конечно, для всего этого. После того, как я все вышила, я начала расшивать все бисером и пайетками. И я использовала на самом деле немного цветов здесь в вышивке, и, соответственно, я точно так же немного цветов использовала и во время расшивки. Всего один цвет бисера, у меня тут такой ярко-голубой, но он на разных фонах смотрится не таким ярким. И всего два вида пайеток. Одни побольше синенькие, вторые чуть поменьше серебристые. И в результате сейчас покажу вам, что получилось. В первую очередь, после того, как вышивка закончена, я ее отглаживаю, потому что надо снять напряжение нити из ткани, чтобы все это у меня разровнялось и разгладилось. Смотрите, какая получилась красотища, просто красотища. Мне очень нравится результат, тем более я уже знаю, что я буду делать с этой заготовкой. Вы обязательно посмотрите следующее видео, которое выйдет 26 ноября. Я буду делать, уже работать с этой заготовкой. Заранее не буду говорить, что это будет, но задумка у меня хорошая, я думаю, вам понравится. Получилась такая прекрасная зимняя темная ночь, морозная, когда все блестит, сверкает. Я, кстати, уже сейчас вижу, что моя заготовка изменила свои размеры, и даже, я думаю, что форму немножечко после вышивания, потому что вышивка немножко стягивает, и мне придется обрезать вот эти цветочки, которые справа у меня, часть цветочков или целиком, я не знаю, но придется срезать, потому что мне нужно просто прямоугольное заготовочкой, но это в следующем видео. Я, кстати сказать, не использовала белых ниток, хотя выглядит как белые, но это вот такие вот серые, как я слева держу клубочек. Для сравнения белый цвет вот я показываю. А выглядит он прямо белым, хотя это не белый цвет, я вам это уже показала. Очень красиво получилось, мне очень нравится. Конечно, это не быстрый процесс, вот это вышивание, потом пришивание этих всех бисеринок, пайеточек. Это достаточно такой трудоемкий процесс, но результат просто прекрасный, девочки. Прям всем советую. Просто я сама глаз не могу отвести. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.